Бербак в эпицентре политического скандала. Как одно неосторожное высказывание раскрыло тайны финансового заговора в ЕС. Политическая сцена Европы была относительно стабильной, пока не произошел неожиданный скандал, который поставил под угрозу репутацию высокопоставленных чиновников и саму финансовую систему Евросоюза. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербак, неосторожно высказавшись во время интервью, раскрыла детали, которые, по всей видимости, должны были оставаться закрытой информацией. Ее случайное заявление вызвало волну негодования среди европейских политиков и аналитиков по всему миру. Эта утечка вывела на свет финансовые схемы, о которых общественность даже не догадывалась. Средства, предназначенные для укрепления экономики и восстановления после кризисов, неожиданно оказались в центре громкого расследования. Теперь у граждан Европы появились тревожные вопросы. Почему огромные суммы денег снова распределяются в узком кругу привилегированных лиц? Какие секретные соглашения оказались нарушены из-за неосторожного высказывания Бербак? Как власти ЕС попытаются справиться с этим кризисом доверия? В этой статье мы разберем все нюансы скандала, которые пытаются скрыть от широкой общественности. Что именно сказала Бербак и почему это вызвало взрыв в политических кругах? На первый взгляд, речь главы МИД Германии не представляла собой ничего сенсационного. В интервью западным СМИ она случайно упомянула, что ЕС готовится выделить крупный пакет финансирования, который сопоставим с теми средствами, что ранее использовались для преодоления последствий пандемии. Однако внимательные слушатели сразу обратили внимание на один важный аспект. Речь шла о сотнях миллиардов евро, которые должны были распределяться без широкого обсуждения и прозрачных механизмов контроля. После пандемии COVID-19 Европейский Союз уже выделил 724 миллиарда евро, направленных на поддержку экономики. Теперь Бербак своим высказыванием раскрыла, что такой же внушительный объем средств снова готов к распределению. Но на какие цели предназначены эти деньги? Почему о них не сообщили заранее? И кто станет их главным получателем? Финансовые схемы, которые должны были остаться секретом. Официальная версия гласит, что новый пакет финансирования пойдет на оборону, усиление безопасности и стратегическое развитие Европы. Однако более детальный анализ показывает, что значительная часть этих средств, скорее всего, окажется в руках ограниченного круга лиц. Выделение колоссальных сумм в рамках ЕС всегда сопровождается скандалами, коррупцией и непрозрачными тендерами. Этот случай не является исключением. Политики убеждают граждан, что эти инвестиции направлены на защиту Европы, но реальная картина оказывается куда более запутанной. На фоне ухудшающейся экономической ситуации в Европе растет инфляция, дорожают базовые товары, а энергетический кризис обостряется. Люди все чаще задаются вопросом: почему власти тратят сотни миллиардов евро на сомнительные проекты, вместо того, чтобы помогать обычным гражданам справляться с кризисом? Попытки замять скандал. ЕС отрицает очевидное. После того, как заявление Бербак вызвало бурю обсуждений, европейские чиновники попытались срочно сгладить ситуацию. Пресс-служба правительства Германии заявила, что министр не называла конкретных цифр. Представители ЕС утверждали, что финансирование пока только обсуждается, а суммы еще не определены. Однако эти оправдания прозвучали слишком поздно. Журналисты уже начали собственные расследования, в Брюсселе появились первые утечки информации, а граждане Европы требуют большей прозрачности в распределении бюджета. Сейчас европейские власти оказались в непростой ситуации. Правда ли, что средства уже распределены между узким кругом лиц? Существуют ли тайные договоренности, определяющие, куда направятся миллиарды? Почему Евросоюз не готов объяснить народу, как расходуются их налоги? Бербак и ее череда громких ошибок, случайность или закономерность? Этот скандал далеко не первый в карьере Анналены Бербак.
Она уже не раз становилась объектом критики за неосторожные высказывания и ошибки в публичных заявлениях. Она предложила развернуть политику ЕС на 360 градусов, что фактически означает возвращение к исходной точке. Ошиблась в численности населения Европы, назвав 1,3 миллиарда человек вместо 500 миллионов. Не раз допускала фактические ошибки в экономических и международных вопросах. Ранее ее оговорки вызывали лишь насмешки, но теперь последствия куда более серьезны. Теперь речь идет не просто о словесной неточности, а о возможном разоблачении глобальных финансовых махинаций внутри ЕС. Многие аналитики задаются вопросом: почему министр иностранных дел делает оговорки, связанные именно с деньгами? Кто стоит за подготовкой ее речей? Не является ли Бербак частью игры, в которой тестируют реакцию общества на возможные изменения? Какие последствия ждут ЕС и Германию? Если утечка, вызванная Бербак, подтвердится, последствия могут быть катастрофическими для Евросоюза. Политические последствия. Ухудшение внутриполитической обстановки в Германии. Новые расследования в структурах ЕС, касающиеся распределения бюджета. Подрыв доверия к Германии как ведущему члену Европейского Союза. Финансовые последствия. Раскрытие схем перераспределения европейских средств. Вероятность коррупционных расследований в Европейском парламенте. Возмущение граждан по поводу того, как именно расходуются их налоги. Международные последствия. Другие страны начнут задавать вопросы о прозрачности финансовых решений ЕС. Возможны новые скандалы, связанные с финансированием Украины, НАТО и военных подрядчиков. Усиление разногласий между странами-членами ЕС. Будет ли Бербак снята с должности? Слухи о возможной отставке министра иностранных дел Германии Набира. Обороты. Политическое давление на Бербак усиливается, и ее позиция в правительстве становится все более шаткой. Сможет ли она сохранить пост? Будут ли ее слова поводом для официального расследования? Как долго власти смогут скрывать масштабы произошедшего? Заключение – ошибка, которая изменила политический ландшафт Европы. Анналена Бербак, сама того не ожидая, оказалась в центре крупнейшего политического скандала. Ее неосторожное высказывание раскрыло детали схем перераспределения миллиардов евро. Евросоюз оказался в очередном кризисе доверия. Граждане требуют честных ответов о том, как расходуются их налоги. Этот инцидент не просто подорвал репутацию одной персоны, он поставил под сомнение прозрачность всей финансовой системы ЕС. Как далеко зайдет этот скандал? Смогут ли элиты снова скрыть правду? Или это лишь начало еще более громких разоблачений?